Сейчас я покажу, как я снимаю упражнение «Руки фокусницы». И для этого упражнения я придумала такую достаточно простую идею. Я буду делать движение руки, и между моих пальцев будут возникать виноградины. В какой-то момент я увидела виноград и поняла, что там есть виноградины разных размеров, и очень маленькие, и очень большие, и поняла, что это как бы фазы одного и того же предмета, можно их подкладывать на месте и сделать такую иллюзию, как будто бы я создаю виноградины просто движением пальцев. Так что смотрим. У меня появится вот такая рука, и вот в пальцах здесь будет появляться виноград. Появится 3 виноградины здесь, здесь и здесь. А далее я просто буду стрелять виноградины вверх, и они у меня улетят наверх. Вот этими иконками можно включать сетку. Давайте отметим 3 точки на сцене для того, чтобы обозначить места виноградин. Увеличиваю прозрачность и увеличу прозрачность сетки тоже. Так, все, вот эти линии еле видно, и это хороший ориентир для моей сцены. Пускай здесь появится рука. Снимаем пустой кадр. Так, замедляемся в конце. И сейчас немножко будем опускать руку. Еще пару кадров на замедление. На месте этот кадр. Немножко начинаем опускать. Так, теперь делаем какое-то движение пальцами, чтобы можно было почувствовать, как будто бы пальцы напрягаются и придают какую-то силу, как будто вот между пальцев концентрируется какая-то сила. Тут пальцы либо сжать можно, либо потереть друг о дружку, но чтобы произошло какое-то вот именно движение для создания виноградин, как будто бы. Я сделаю еще немножко кадров статики. Так, и я сейчас напрягаю пальцы. И руку. Еще сильнее. Так, и теперь отжимаю пальцы, расслабляю. И сейчас у меня уже в пальцах появляется виноградина. Чуть-чуть разожму еще пальцы. Виноградина остается на месте. Так, и теперь я начинаю подменять. Только смотрите, чтобы пальцы не уходили вперед.
Так, и теперь рука начинает потихонечку отпускать виноградину. Смотрите, здесь в конце я сделала такой эффект, что виноградина вытянулась до предела, а потом немножечко сплющилась. А рука уже пошла на другую позицию. Виноградину можно провернуть еще. Очень здорово не заканчивать движение сразу, а делать так, чтобы движения немножечко накладывались друг на друга. Конец одного движения накладывался на начало второго. Тогда анимация будет смотреться более интересно. Рука немножечко проскочит вот эту метку, а потом вернется. А виноградина замедляется в вот этом повороте. Последний проворот виноградины. Рука замедляется и начинает возврат к метке. Можно во второй раз без напряжения пальцев сделать появление виноградины. Просто рука продолжает немножечко движение вперед, и виноградина уже появляется между пальцами. Подменяем сразу ягодку, и рука еще продолжает движение вместе с виноградиной. Теперь рука немножечко подается назад, чтобы вернуться точь-в-точь на метку. Мы сейчас сделали такое движение руки как бы по дуге сюда. Немножко она выехала за метку, потом вернулась, опять выехала за метку, и сейчас она возвращается вот в эту метку. То есть движение было такое вот с колебаниями. Туда, туда, сюда. Так, и здесь уже можно сделать тоже такой эффект, начинать убирать руку, а виноградинка сама дойдет до центра метки, и пока будет доходить, будет увеличиваться еще в размере, а рука уже может начинать ее отпускать. Подменяем виноградину. Виноградину тоже может немножко занести и вынести от центра, но потом мы ее вернем. Так, рука двигается по дуге. Виноградину заменяем. Так, начинаем ее прокручивать и возвращать на центр. Так, появляется горошинка, рука продолжает двигаться.
Так, и рука потихонечку начинает отпускать виноград. И виноград подменяется на последнюю фазу. Эта виноградина проворачивается. Виноградина заканчивает проворот, а пальцы собираются уже в такую фигурку для выстрела, для ударчика. Так, и сейчас будет происходить удар. И удар у нас происходит очень резко. Если так посмотреть, такая фаза, а потом сразу выпрямленный палец. И чтобы все-таки показать фокус, одну виноградину я как бы подобью, а вторые просто подобьются с расстояния. То есть я рукой буду делать такое же движение подбивки, но не буду прикасаться пальцами вот к этой и к этой виноградинам, а они сами просто уже отлетят по сторонам, и все. Так, и теперь я выпрямляю палец. Возможно, вот такая фаза пускай будет. Чуть что, если она окажется лишней, мы ее уберем. Так, я сейчас подвину полосу просмотра, потому что очень много смотреть с самого начала. Напрягаем пальцы, расслабляем. Напрягаем, подаем чуть-чуть палец вперед. Так, и убираем виноградину и заканчиваем движение пальцев. Вот таким образом я сейчас показала, как можно делать какой-то фокус на экране
когда рука взаимодействует с объектом и что-то создает, делает какие-то жесты, и объект выполняет или начинает движение в зависимости от жеста. В этом и состоит фокус в стоп-моушене. Вы посмотрели, как я снимаю упражнения «Руки фокусницы». Надеюсь, оно вам понравилось. Если возникли какие-то вопросы, всегда задавайте, я отвечу. И я буду ждать ваших упражнений и ваших идей. До встречи в следующем видео.